Установить контроль над разумом соседей, мирно договориться с пришельцами или же задать непрошенным гостям достойную трепку. Все это сейчас возможно прямо у нас дома, а фантастика – лучший жанр, позволяющий киноманам перенестись на пару часов в иные миры. Привет, вы на канале Shadow Tavern, и сегодня у меня для вас еще 10 потрясающих фантастических фильмов, которые точно стоит посмотреть. Ссылку на предыдущий выпуск я оставлю в описании. И учтите, здесь собраны не новинки, а просто крутая фантастика. Что-то умное, что-то зрелищное, что-то необычное, и впереди у меня для вас еще очень много интересного, так что не стесняйтесь подписаться на канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. Располагайтесь поудобнее и приятного просмотра. «Смертельная зона» – научно-фантастический боевик, по сюжету которого пилот Харп объединяется с офицером-андроидом Лео в надежде остановить ядерную катастрофу. Фильм предлагает захватывающую историю, наполненную футуристическими технологиями, взрывными действиями и моральными дилеммами. Может похвастаться стремительным сюжетом, потрясающим визуалом и харизматичными исполнителями главных ролей. Энтони Маки прекрасно справляется с ролью Лео, суперсолдата со скрытыми мотивами. Дэмсон Идрис также производит впечатление в роли Харпа, конфликтного оператора-беспилотника, который учится у Лео. На самом деле это довольно типовой стриминг-фильм. Ему недостает оригинальности, персонажи поверхностные и без логических недостатков не обошлось. Фильм заимствует многие элементы из других научно-фантастических картин, таких как «Терминатор» и «Бегущий по лезвию». В то же время это хоть и не особо глубокий, но развлекательный научно-фантастический боевик, который идеально подойдет тем, кто любит этот жанр и хочет насладиться взрывными действиями, а также поклонникам Энтони Маки, если такие бывают. «Прибытие» – научно-фантастический драматический фильм, рассказывающий историю лингвиста Луизы Бэнкс, нанятой военными для общения с инопланетными гостями, чьи загадочные корабли появились по всему миру. Фильм исследует такие темы, как время, память, человечность. Впечатляет продуманным сюжетом, потрясающей кинематографией и сильными актерскими работами. Адам тонко и эмоционально исполняет роль Луизы, женщины, которую преследует прошлое, а настоящее бросает все новые вызовы. Сложный и оригинальный сюжет держит зрителей в напряжении, а визуальный стиль создает атмосферу таинственности. Фильм имеет медленный темп и почти полное отсутствие действий, сконцентрировавшись на интеллектуальных и эмоциональных аспектах истории. Нелинейное и запутанное повествование может оставить некоторых зрителей недовольными, а все то же самое малое количество экшена может даже разочаровать тех фанатов фантастики, которые ждали зрелищности от историй про инопланетян. «Прибытие» — это блестящий, но сложный научно-фантастический фильм, который предлагает глубокий и оригинальный взгляд на контакт с инопланетными формами жизни, с очень необычной, неоднозначной и даже непредсказуемой концовкой. Если вы любите фантастические фильмы, которые заставляют вас думать и чувствовать, то этот фильм точно стоит посмотреть. «Чужие на районе» – фантастическая хоррор-комедия о группе хулиганов-подростков, которые вынуждены защищать свой район в Южном Лондоне от инопланетного вторжения. Фильм представляет собой очень удачное сочетание экшена, юмора и социальных комментариев. Одной из самых сильных сторон фильма является остроумный сценарий, который дополнен в меру умным диалогом, смешением городского сленга и отсылок к поп-культуре. Фильм энергичный, захватывающий, может похвастаться великолепными спецэффектами и дизайном существ, что, естественно, не добавляет ему ни капли реализма. Персонажи опять же стереотипны, а пришельцы слишком легко убиваются для своей роли инопланетных захватчиков. «Чужие на районе» — это увлекательный и веселый фильм, который, несмотря на год своего выхода, до сих пор выглядит как свежий взгляд на жанр. Если вы любите фантастические комедии с экшеном и юмором, то его точно стоит посмотреть. «Генератор сигналов низкой частоты». Это мрачная комедия, которая исследует последствия контроля над чужим сознанием. Главный герой фильма Роберт – одинокий звукорежиссер. Он находит способ гипнотизировать своих соседей с помощью низкочастотных колебаний. Начинает экспериментировать с ними, манипулируя их действиями и эмоциями ради собственного развлечения и любопытства. Однако его способности привлекают нежелательное внимание и приводят к неожиданным последствиям. Это малобюджетный, но изобретательный фильм, который использует нелинейное повествование и холодный, отстраненный тон. Актеры играют убедительно, особенно Патрик Карлсон в роли морально неоднозначного Роберта. Фильм поднимает интересные философские вопросы о свободе воли, этике и человеческой природе, а также содержит несколько абсурдных и комичных моментов. Хотя Элфо не подойдет каждому зрителю, он заслуживает внимания за свою оригинальность и провокационную идею. Несмотря на некоторые недостатки в логике поступков и решений героев, это редкий пример умной и продуманной научной фантастики. Обратите на него внимание. «Кадр»
Рассказывает историю двух незнакомцев, чьи жизни таинственным образом переплетаются благодаря телевизионному шоу. Алекс – похититель грузов, работающий на опасный картель, а Сэм – парамедик, который пытается спасать жизни, но при этом бежит от собственного прошлого. Наблюдая за жизнью друг друга на экране, они начинают сомневаться в реальности собственных жизней и своей судьбе. Фильм снят с малым бюджетом, но его визуал впечатляет. В работе используется нелинейное повествование и сюрреалистический тон. Исследуются такие темы, как свобода воли, судьба, личность. Местами фильм может быть запутанным, медленным по темпу и депрессивным. Немного раздражает, что, как и в почти любой другой малобюджетной фантастике, к финалу остается слишком много вопросов без ответа. И несмотря на это, кадр является качественным и оригинальным фильмом, который заслуживает намного большего внимания и признания. Фильм интригует зрителя своей творческой и продуманной идеей. Робот по имени Чаппи – научно-фантастический боевик, рассказывающий о роботе, которого его создатель наделил искусственным интеллектом и личностью. Чаппи похищает банда преступников, которые хотят использовать его для ограбления, а его создатель и конкурирующий инженер пытаются им помешать. Робот узнает о мире и о себе от своих друзей и врагов, пытаясь выжить и найти собственное место. Это высокобюджетный фильм, в котором используется эффективная комбинация юмора и насилия. Визуальные эффекты впечатляют, особенно благодаря выдающейся игре Шарта Копли в роли Чаппи. Фильм временами может быть грубым и жестоким, действительно вызывает сочувствие к наивному роботу, которым так легко манипулируют окружающие. «Робот по имени Чаппи» — это фильм, который развлекает и трогает своей необычной идеей. Это несовершенный, но увлекательный пример научно-фантастического приключения в не столь отдаленном будущем. Готовы? «Карта совершенных мгновений» – увлекательная романтическая комедия о двух подростках, Марке и Маргарет, которые застряли во временной петле и переживают один и тот же день снова и снова. Когда они случайно встречаются, они решают составить карту всех крошечных и идеальных моментов, которые происходят в их городе каждый день, и одновременно пытаются понять, как вырваться из бесконечного цикла. Фильм представляет собой прекрасный баланс между юмором и драмой, визуальные эффекты на высоком уровне, что особенно заметно в сценах, где время перематывается или замирает. Актеры сыграли хорошо, их персонажи очень правдоподобны. Да, пускай сценарий фильма далеко не самый оригинальный, в значительной степени заимствуя сюжетные ходы из других фильмов о петлях времени, вроде «День сурка» или «Палм Спрингс». Несмотря на это, «Карта совершенных мгновений» — это веселый и милый пример романтической комедии, который привлекает многих зрителей и почти никого не отталкивает. Фильм развлекает и забавляет своей причудливой и трогательной идеей. «Прометей» — научно-фантастический фильм ужасов, являющийся приквелом к культовому фильму Ридли Скотта «Чужой». Фильм рассказывает о команде исследователей, отправившихся на далекую Луну в поисках истоков человечества. Там они обнаруживают таинственную пирамиду, которая содержит информацию о древней инопланетной цивилизации и одновременно с этим угрозу для выживания их вида. Визуально «Прометей» поражает воображение и является одним из самых амбициозных научно-фантастических фильмов. Режиссер использовал смесь практических и цифровых эффектов, чтобы создать уникальный мир, который окружает героев. Актеры хорошо подобраны, играют свои роли убедительно, особенно Майкл Фассбендер в роли Дэвида, андроида со скрытыми мотивами. И уточню, хорошая игра актеров и отсутствие логики в поступках персонажей — это разные вещи, не нужно их соединять. Безусловно, фильм страдает от сюжетных дыр. Многие персонажи могут показаться откровенно туповатыми, а сценарий слишком расплывчатым. Фильм к тому же страдает от смен тональности и непоследовательной логики, что может сбить с толку очень многих зрителей. Да, «Прометей» является несовершенным фильмом, но то, что он увлекателен, чистая правда. Если вы любите научно-фантастические фильмы, которые задают больше вопросов, чем дают ответов, а еще не прочь насладиться прекрасным визуалом, то «Прометей» обязательно стоит посмотреть. Супер 8 – приключенческий научно-фантастический фильм, в котором авторы почти безупречно передали атмосферу классических фильмов Спилберга 70-х-80-х годов. История повествует о группе детей, которые снимают фильм о зомби на камеру Супер 8 и случайно становятся свидетелями крушения поезда, из которого сбегает загадочное существо. Вскоре дети оказываются в центре военной тайны, захватывающей погони и борьбы за спасение своего города. Фильм пропитан духом ностальгии по 80-м, в нем мастерски используется смесь практических и цифровых эффектов. Молодые актеры показывают отличную игру, их персонажи выглядят реалистично и естественно. Супер 8 передают дух детского удивления, дружбы, творчества, в то же время умело дозируя страх и экшен. В нем ожидаемо очень много заимствований из других научно-фантастических фильмов, опять же из-за подражания стилю Спилберга. В целом, Супер 8 — это фильм, который впечатляет и восхищает своим ретро-стилем и подлинно уютным сюжетом. Это увлекательное и захватывающее приключение, которое должен увидеть каждый поклонник фантастики, и в особенности те, кто без ума от очень странных дел.
На этом у меня сегодня все. Спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось, не стесняйтесь делиться ссылкой на него со своими друзьями, подписываться на канал и жать на кнопки под плеером. И до встречи в следующем выпуске. Пока!